Конечно, интересен вопрос, как все-таки нам можно прекращать войну и возвращать Да, мы оккупированные не прекратим, территории. Светочка, мы не прекратим войну. Что может все-таки подтолкнуть Путина сейчас к этому решению? К прекращению войны? Да. Ничто. Его главной целью является восстановление Советского Союза и победа в холодной войне, переиграть холодную войну. Разрушение системы коллективной безопасности в Европе, крушение НАТО, если не де юре, то де факто Евросоюза и игра на один со странами Евросоюза, каждая из которых Россия, конечно, сильнее. Вот она вместе, Евросоюза слабее, а так сильнее. Поэтому у человека 150 миллиардов личного состояния, как говорят. У него ядерный зонтик, ему 70 лет. Цель в том, чтобы как-то собрать под одной страной СССР, то немножко остановился в Украине. Почему тогда дальше не идет? Куда тоже Беларусь. Куда ему спешить? Это стратегические цели. Я когда-то говорил, здесь же апостроф, что операция рассчитана до 2032-2035 года. Они не делаются быстро, такие дела. А какой итог должен быть в 1932 году? Ну, я думаю, что новая форма империи, они найдут какой-то способ. Реконфигурировать должны внешнюю политику, внутреннюю политику переначать. Россия, Беларусь, Украина, либо часть Украины, возможно, Армения, Молдова, север Казахстана. Ну, это не важно, там региональные договоры и так далее. Украина, Беларусь, то три единства народов славянских точно должно быть собрано. И Россия как новый игрок. Мир не однополярный, а многополярный, где она занимает свою роль, очень весомую, важную, входит в первую пятерку, а то и четверку государств или государственных союзов и проводит свою политику так, как она считает ее нужным. В любом случае СНГ – это вот суверенная территория России, никто не должен соваться и так далее. Доминирует в Европе, естественно. И вот это ее итог этой политики. Почему именно к 2030 году? Ну, они нормальные планировщики. Если ситуация 91-й, до прихода Путина к власти, сколько разваливалась ситуация? С 91 по 99, 8 лет. Для того, чтобы это восстановить, нужно минимум умножать на 2. Решили они это делать в 2007 году. Окончательно. После Майдана они начали планировать, там 1,5-2 года ушло на планировку. В 2007 они выходят, произносят Мюнхенскую речь и выходят из договора по ограничению обычных выражений в Европе. 2007 плюс 16 сколько? 23. 23, но учитывая, что с началом этих всех операций на них возлагают санкции, начинается противодействие, то надо умножать еще минимум на 1,5. Выходит 32-35. Какая ситуация в Украине может этому способствовать? Только вступление в НАТО. Что мы под них ушли снова? Если в НАТО не вступим, нам конец. У нас нет сил на нейтралитет, мы не удержим нейтралитет. Нейтралитет, почему-то наивные люди думают, что нейтралитет – это когда вот можно мало тратить на оборону, потому что мы ни с кем не собираемся воевать. Нейтралитет стоит раз в 10 дороже, чем война с кем-то. Швейцария, будучи нейтральной страной, военные всего буч, бешеные военные налоги, девочки служат, мальчики и так далее, и так далее. При том, что она окружена не Россией, она окружена Францией, Италией, Германией, Австрией. 4-я по уровню в мире интенсивность боевой подготовки, непрерывная боевая подготовка. И при том, что у них там 6 или 8 горных проходов, взорви их и сиди, все, никто тебя не тронет или заблокирует. А у нас 2700 километров сухопутной границы с Россией, которая голая степь. Вы представляете, во сколько нам нейтралитет обойдется? А Венгрия, а все остальные претензии и так далее. Поэтому мы не удержим нейтралитет, у нас не хватит ресурсов. Географически ни одна страна не удержала бы нейтралитет в этой ситуации. Если мы не можем удержать нейтралитет, нам либо в Таежный союз, либо в НАТО. Нет вариантов. Как НАТО нас может принять, если у нас АТО, война? Да, это одно из главных мифов про НАТО, что оно не принимает государства с территориальными спорами, с войной принимает аж бегом. Более того, оно принимает государства, у которых между собой территориальные споры. Греция и Турция, например. Это да, но там военные действия были на территории Кипра. Да, но тем не менее, что? У нас есть на территории Украины военные действия. Турция создала что? Свою ДНР на Кипре. Ее за это всячески все осуждают. Но тем не менее, она член НАТО. Понимаете, да? Внутри НАТО 36 конфликтов. Испания воюет с таких вот потенциальных. Испания считает, что Гибралтар оккупирован Британией. Оба члена НАТО. Британия воевала рыбные войны с демонстрацией, с использованием военных средств, без стрельбы, но с военными средствами с Исландией, несколько рыбных войн и так далее. Там есть масса претензий стран друг к другу в других местах там, да, и так далее. Ну, вот самый яркий – это вот испано-французский конфликт, английский и британский, и греко-турецкий. Тем не менее, все благополучно НАТО.
А уж Это- территориальных претензий, там можно просто пересчитать. То есть это вопрос политической воли. Однозначно. Если побывать в Болгарии и внимательно на нее посмотреть, то по сравнению с Болгарией 2019 года мы были готовы в 99-м. А почему тогда НАТО не спешит принимать Украину? Потому что у них не было консенсуса в отношении того, нужна ли им Украина вообще, и не сдрейфуем ли мы окончательно в Россию Нужна ли? с этими нашими Януковичами. А теперь все просто. Теперь, когда отравили британских граждан боевым химическим оружием на их территории, и после сбитого Боинга, после попытки переворота в Черногории, после волны беженцев в Европе, после Сирии, после всего остального, наконец-то сообразили на Западе, что Россия ведет войну не против Украины и Грузии, а против Запада. Понимаете, да? А когда они это сообразили они очень поздно, где-то к началу 18 года, к концу 17-го. Самые передовые сообразили к 16-му, к концу 16-го, а все остальные подтянулись. Они теперь считают очень просто, это же элементарная арифметика. Если они нас не берут в НАТО, Россия получает плюс 40 миллионов и там миллион военных. А если они нас берут в НАТО, они получают плюс 40 миллионов и миллион военных, которые уже имеют опыт войны с Россией и успешно. Арифметика несложная, правильно? Что должен сделать президент, первых несколько шагов, исходя из той ситуации, Должен которая у нас выиграть сейчас парламентские есть? выборы. Это его главный шаг. Потому что если удастся поссорить парламент с президентом, и он начнет блокировать парламент пакеты реформ, в первую очередь направленные на присоединение к ЕС и НАТО, то это будет сложно. Надо будет распускать парламент и новые выборы надо. И опять их выигрывать. Ну, а когда он победит, да что ему надо делать? Ему надо получать ПДЧ в НАТО. Это главная задача сейчас на каденцию. Все остальное не имеет никакого значения. Война – старшая масть. Вся эта экономика, все этот трэш, социалка, оно все приносится в жертву. В войне всегда. Проигранная война, все остальные вопросы становятся неактуальными, в принципе. Понимаете, да? Что социальную политику здесь устанавливать Путин с Кадыровым будет. Если будет война проиграна, вот и все. То есть, если Украина получает ПДЧ в НАТО, то тогда мы можем говорить о каких-то сроках прекращения войны. Нет, ни о каких сроках прекращения войны мы не будем говорить. Наоборот, это, скорее всего, подтолкнет крупные военные операции России против Украины. Потому что они должны нас будут просадить в инфраструктурном отношении и превратить здесь все в разваленную территорию для того, чтобы нас неохотно брали. То есть Россия сможет пойти на прямую конфронтацию с НАТО? Конечно. Нет, не НАТО. Мы не Они должны это сделать до того, как мы вступим в НАТО, чтобы мы не были интересны НАТО. Перестали быть интересны, как разваленная территория. С вероятностью 99,9% наша цена за вступление в НАТО – это большая война с Россией. А если мы не вступим в НАТО, это поглощение России в течение 10-12 лет. Вот и вся вилка, в которой мы находимся. А теперь давайте выбирайте Зеленского. Подождите, а теперь если поставить чашу на весах, а что лучше в таком случае? Конечно, крупная война с Россией и переход в НАТО по результатам победы над Россией. Что такое может быть крупная война с Россией? Это воздушная операция наступательная, вторжение российских армий, 4, которые они создали на наших границах, осада Киева, попытка окружить войска, которые в АТО находятся, ВОЗ, в операции Объединенных сил, прорыв через Крымский перешейк, выход на Каховское водохранилище, чтобы воду в Крым дать, наступление с территории Беларуси, создание новых народных республик, диверсии, удары по объектам критической инфраструктуры и так далее. Воздушно-десантный. Вот что такое полноценная война. И вероятность ее 99%. Когда? После 21-22 самые критические. 20-22 самые критические. А потом следующий критический период 24-26, и следующий 28-30. Может быть и 3 войны с Россией. А что в 24-м, 28-м? Это, если пойдет такая большая война, то что будут провозглашены новые народные республики? Конечно. Как только зайдет, российские диверсанты зайдут перед тем, как зайдут российские танки, и провозгласят Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Одесскую, Херсонскую народную республику и так далее. Запорожскую народную республику. А как Украина может получить ПДЧ в НАТО и не встрять в большую войну с Россией? Никак. Разве что на Россию наедут так, дадут ей понять, что не надо. Или, например, санкциями, эмбарго или чем наедут? Например, санкциями, эмбарго, просто негласно или гласно предупредят, что будет сильно бобо при попытке провести войну. Например, перекинуть сюда американскую авиационную группировку и скажут, что все, пацаны, ничего не будет, даже не суетесь. Зайдут контингенты НАТО, станут вокруг Киева по левому берегу и так далее. Могут сделать так, что к этому моменту в России власть сменится, например. Попробуют сделать. Придут какие-нибудь либералы, которые скажут, окей, вступайте. Мы опять хорошая страна. Всякое может быть. А при каких условиях может смениться власть в России? Какие вы видите видимые причины? Если
будет в России порожден внутриэлитный конфликт, и та часть элиты, которая считает, что продолжение такой политики России на победу в холодной войне и там развал ЕС и НАТО, и вообще политика быть изгоем на Западе и воевать с Западом невыгодна, и она приобретет достаточную силу, чтобы устранить вот эту вот группировку, которая просто настроена на СССР-2, на проект СССР-2, тогда да, она переиграет. А вариант мирного урегулирования ситуации на Донбассе Никогда. вы рассматриваете? Никогда. А почему? Ну, Мне кажется, как раз Запад такие варианты рассматривает. да, Запад рассматривает такие варианты, предлагая России одуматься. Для этого надо, чтобы Россия одумалась. А чего бы она одумалась? С какой стати? Но опять-таки, Хоть единый повод. Пригрозят какими-то Если новыми... придет либеральное это или пригрозят очень сильно. Но с другой стороны, вот чем всерьез можно пригрозить стране, у которой ядерный щит есть? И ядерные средства нападения. Ну, вот всерьез. Чем? Довести Россию, мне кажется, до той ситуации, когда уже будет стоять вопрос, нажимать ли на ядерную кнопку или нет, это все-таки должно быть очень какое-то серьезное Дело решение. не в этом. Дело в том, что на людей с ядерным оружием невозможно, такого масштаба, как у России, невозможно оказывать серьезное давление. Потому что серьезное давление – это угроза силой. А силой не поугрожаешь человеку с ядерным оружием. Это означает, что... А все экономические санкции для такой страны, как Россия... Ну, Иран 40 лет под экономическими санкциями, куда более тяжелыми, чем Россия. Ну, так он задолбал весь мир, этот Иран. Саудовскую Аравию, Израиль, Сирию, США точно задолбал. Половину Африки и половину Южной Америки. Иран интригует на половине земного шара. И с ним никто ничего не может сделать. Ядерное оружие разрабатывает, там, ракеты в космос запускает. Но Россия чай побольше Ирана и повлиятельнее. То есть, если подводить итог, вы считаете важным, единственным или одним из единственных важных решений следующего президента Украины в следующую каденцию – это ПДЧ в НАТО? Однозначно. Это главное, что... возможно, еще каких-то два пункта. Давайте с вами обозначим. Есть два способа смотреть на выборы, на эти. Исторический и социально-экономический. Надо помнить, что социально-экономический способ возможен только потому, что кто-то очень хорошо воюет. В целом, обеспечивано союзниками, поддержкой, там 700 миллионов военной помощи со стороны США, там и так далее. Только поэтому можем вообще вести эти демократические разговоры все. У Украины нет шансов на нейтралитет. Единственное, мы так или иначе сдрейфуем в тот или иной надгосударственный военный союз, только это будет либо таежный союз, либо НАТО. В таежном мы были, мне лично больше не хочется. В НАТО не были, давайте попробуем. На нейтралитет мы точно не удержим. Значит, главной исторической задачей является вступление в НАТО, и никакие социально-экономические жертвы не являются таковыми перед лицом этой задачи. Хоть доллар 250. А поскольку и даже этого нет, есть экономический рост, то, в принципе, вообще все очень неплохо. Но ценой заступления НАТО с высокой вероятностью является полномасштабный конфликт с Россией или более масштабный конфликт с Россией, чем сейчас. Или последовательность таких конфликтов. Но в этом конфликте мы будем очень активно поддержаны Западом, вооружением, техникой, помощью, новыми санкциями против России, вполне возможно введением контингента НАТО, бесполетной зоны и так далее. То есть мы ее не проиграем. Это уже хорошо.